Для начала просеиваем килограмм муки. Муку обязательно просеивайте всегда, так как мука при просеивании насыщается кислородом, и ваше тесто получится в несколько раз лучше, чем без просеивания. Добавляем сюда столовую ложку соли. Перемешаем. 5 грамм сухих дрожжей. В норме, если вы хотите замесить обычное тесто, вы должны добавить на килограмм муки 14 грамм сухих дрожжей. А вот в это тесто мы добавляем 5 грамм, то есть почти в 3 раза меньше. Пол чайной ложки сухих дрожжей будет примерно 5 грамм. Итак, добавляем и тоже перемешаем. Теперь добавляем обычную воду комнатной температуры и замешиваем тесто. Нам понадобится 750 мл воды. Если чуть больше или чуть меньше, ничего страшного. Вот я уже заранее отмерила 750 мл, но буду по чуть-чуть добавлять. В это тесто мы не добавляем растительное масло. Хорошенько перемешайте, чтобы полностью вся мука была в тесте. Как вы видите, очень и очень просто. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Но это еще не все. Так как мы добавили почти в 3 раза меньше дрожжей, чем положено на это количество, тесто будет подниматься намного медленнее. А мы еще возьмем и поставим это тесто в холодильник, чтобы оно еще медленнее поднялось. Это называется медленная холодная ферментация или медленная расстойка на холоде. Результат вас очень и очень обрадует и очень удивит. Итак, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 24-48 часов. Прошло чуть больше 24 часов. Посмотрите на наше тесто. Сколько всего вкусного можно теперь приготовить из него. Вы даже не представляете. В зависимости от того, что мы хотим приготовить, сформируем комочки теста нужного размера и приступаем к приготовлению.